Возле стенда с результатами экзаменов толпились озабоченные абитуриенты. Проверяли списки поступивших, искали себя. Ребята подружились, пока сдавали те самые вступительные экзамены в институт. Лето было жарким, так и тянуло поближе к прохладной воде. Вступительные экзамены остались позади, можно было отдыхать. «Кто со мной на озеро?» — предложил претендующий на лидерство Вадим новым приятелям. Парни, придя узнать результаты и найдя себя в списках, довольные сидели и болтали о планах на оставшееся лето. Вадик был самый компанейский из них. В его манере разговора и повадках сразу угадывался заводила и душа компании. «У меня есть тачка. Отец купил новую, а мне отдал свой старый «Жигуль». Можем на ней сгонять», — предложил красавчик и спортсмен Роман. «Я не знаю, смогу ли», — задумался Миша. Батя наверняка будет против. Он собирался к деду в деревню ехать. Нужно крышу перекрыть. Просил помочь. «Ты что, несовершеннолетний? Что тобой до сих пор батя командует?» Презрительно фыркнул Рома. «Вырос поди-ка из того возраста, чтоб за тебя батя все решал. Или еще нет. Так ты едешь». Насмешки Романа были обидны и нестерпимы, но Миша промолчал. Ему так хотелось влиться в эту новую компанию, завести друзей. С детства он был скромным и стеснительным. В школе у него почти не было друзей, его попросту не замечали. Он и сейчас больше слушал новых приятелей, чем говорил. Миша подумал, что поехать с ребятами за город — отличная мысль. Надо как-то вливаться во взрослую жизнь, зарабатывать себе новый авторитет, чтобы потом он уже работал на него самого. Больше желающих присоединиться не нашлось. Через 2 дня рано утром, как было условлено, встретились здесь же у стендов со списками. С рюкзаками, палатками, провизией и дружной компанией отправились в деревню. Эх, жалко, девчонок с нами нет. Но думаю, что это не проблема. Найдем по дороге или в деревне встретим. Там всегда полно ребят съезжается на лето. Вадим был уверен, что удастся собрать компанию побольше. Он проверил содержимое рюкзаков своих товарищей и пришел к выводу, что горячительного взяли мало. Миша пытался было возразить, что они ведь собрались загорать и купаться, но Рома опять высмеял его в грубой форме. Горячительное купили без проблем, погрузились в машину и отправились за город. Место выбирал сам Вадим. Небольшая деревенька на берегу озера. Когда-то он ездил сюда к бабушке. Потом бабушки не стало. Ее ветхий дом родители продали за ненадобностью. Но дорогу Вадик хорошо помнил и уверял, что местечко там отличное и немноголюдное. Так оно и вышло. На пляже было несколько пар с детьми, которые через какое-то время ушли. Приятели отлично проводили время, весь день купались, прыгали с тарзанки, играли в мяч, который прихватил Миша. При этом Вадик и Рома по очереди прикладывались к пенным напиткам, которые в избытке охлаждались в воде у берега. Потом занялись палаткой и костром. Пора было заняться ужином, который поручили Тихоне Мишке. Дневная жара начала понемногу спадать. Вдруг Вадик услышал невдалеке за береговыми камышами веселый девичий смех. «А вот и бабы! Я же говорил, что найдутся!» Слегка посмеиваясь, произнес своим друзьям уже изрядно захмелевший Вадик. «Так что одни на берегу не останемся. Пойду знакомиться». Мишку слегка покоробило то, как Вадим называет девушек. Через несколько минут он вернулся к костру с 2 симпатичными девчонками, примерно ровесницами самих парней. Вадик, как истинный кавалер, галантно пригласил подруг на шашлыки, аромат которых уже тянулся в воздухе над озером. Лена и Света посовещались и согласились посидеть недолго. Вечер проходил шумно и весело. Ребята оживленно беседовали, хохмели, пели песни под гитару, угощали девчонок жареным на костре мясом. Девушки от горячительных напитков отказались. Через пару часов они заметили,
что молодые люди хмелеют все больше. Лена легонько толкнула Свету плечом и кивнула в сторону деревни, что, мол, пора уходить. Но было видно, что Свете уходить совсем не хотелось. Ей очень понравился скромный Миша, который все время молчал и тоже не сводил с симпатичной гости глаз. Девушка пленила его своей открытостью, веселой улыбкой и ямочками на щеках. Девушки собирались уходить, и Света попросила Мишу, чтобы он проводил их до деревни. Двум другим друзьям это очень не понравилось. Как могла такая красотка выбрать этого зачуханного ботаника в провожатые? Вадим пылал злобой изнутри, но все же сдержался. Миша пошел с девушками в деревню, а его приятели остались сторожить костер и палатку, очень недовольны этим фактом. Как выяснилось по дороге, Лена уезжала следующим вечером, а Света оставалась у бабушки еще на пару дней. Миша взял с нее обещание, что она придет завтра на берег. Света, улыбаясь, согласилась. Она сама не понимала, почему ее так тянет к этому тихому и скромному парню, но вида не подала. Она сказала, что обязательно придет, несмотря на неодобрительный взгляд подруги. Миша всегда был равнодушен к спиртному, поэтому на следующий день, когда ребята взяли в сельском магазине еще водки и закуски, он хотел собрать свои вещи и уйти. Но вспомнил, что назначил здесь свидание милой девушки. Да, и новые друзья уговорили его остаться, мол, вот эта бутылка последняя и все. И он поверил на свою голову. Миша старался только делать вид, что пьет наравне с остальными. Он даже не сразу заметил, как пришла Света. А Светлана, спасибо, что вы озарили своим приходом наш холостяцкий вечер. Вадим заметил девушку. Наконец-то вы посетили нас. Ребята, я пойду. Пожалуй, вы тут уже почти, что все нетрезвые, ответила Света. Ну куда же ты пойдешь, красавица? Роман направился к девушке. Присаживайся, выпьем, и он обнял ее за плечи и потянул к импровизированному столу. Вообще-то я к Мише пришла. Он обещал мне рассказать про созвездие в небе, я не пью. Я не буду пить, упиралась девушка, но Роман не обращал на это внимания. Он силой усадил ее рядом с собой, налил стакан и стал пытаться насильно заливать водку ей прямо в рот. «Я не буду». «Не смей», — брыкалась и упиралась девушка. Но уже 4 сильные руки крепко ее удерживали. «Да прекратите вы». Миша метнулся в сторону приятелей, которые уже завалили девушку на песок и нагло шарили руками у нее под юбкой. «Отвали!» — Вадим силой отпихнул его ногой. «Придержи-ка этого придурка, а тут я пока сам справлюсь», — приказал Вадим Роману. «А потом твоя очередь будет». Роман переключился на Мишу, долго церемониться он с ним не стал. От сильного удара в лицо парень упал. Рома был явно выше и мощнее Миши. Спортсмен. Что тут скажешь? Миша быстро вскочил, но снова получил удар в лицо. Еще несколько ударов ногами и руками, и Миша потерял сознание. И вдруг из зарослей камыша на Вадима, опустив голову и оскалив страшные острые клыки, вышел огромный серый пес. Шерсть на загривке у него поднялась дыбом, уши стояли торчком. Пес, не мигая, смотрел прямо на насильника и надвигался на него с неумолимостью урагана. Света в этот момент съежилась от страха и пыталась прикрыть стройное тело остатками разорванного платья. Всем своим видом пес говорил: «Только попробуй еще раз к ней прикоснуться, разорву в клочья». Огромный пес, не останавливаясь, обрушился всем своим телом на насильника, метя ему в горло. Вадим закричал, инстинктивно прикрываясь руками, пытаясь сбросить с себя пса. Потом вскочил, замахал окровавленными руками и побежал в сторону машины, истошно вопя и призывая на помощь. Пес больше не рычал, а серой тенью преследовал убегающего. Настигая,
Он валил его на землю и снова наносил болезненные укусы. Оскал собаки был настолько свиреп, что Роман закричал, убегая в противоположную сторону от деревни. «Вадик, беги! Это волк, волк!» Через 3 минуты от озера отъехала красная копейка и скрылась за поворотом. Волк проводил ее взглядом, опустил шерсть на загривки и вернулся к своей хозяйке. Она помогла Мише прийти в себя и рассказала, что это действительно самый настоящий волк. Он был верным другом ее дедушки-лесника, который когда-то подобрал его в лесу еще волчонком. А сегодня волк спас не только ее честь, но и жизнь. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!